У меня планы забрать всех детей, а другие пускай своих детей сами воспитывают и к чужим семьям не лезут. Я беспокоюсь за судьбу 3 несовершеннолетних девочек, которые сейчас находятся в детском доме. Сколько у вас детей? 9. То есть ваши дети не захотели жить с вами? Нет. Как вы могли не заметить, что она беременна, да еще и двойней? Она мне говорила, что болеет раком, у нее, Гриша, живот дует. Он наркоман, он меня избивал 11 лет, он моих детей бил. Почему ты все время бросаешь детей? Каких детей бросаю? Всех бросаешь. Каких? Дети, по большей части, ей нужны только для пособия. Это не хочу ехать к маме, мне там плохо. И моим сестрам, и всем моим братьям тоже там плохо. Вдруг изъявила желание приехать на программу и сказать свое мнение прабабушка. Вот Полины, которую мы сейчас видели. Ее вообще не было 15 лет в их Екатерина жизни. Викторовна, давайте мы вас ждем. Добрый день. Вот представь себе ситуацию. Просыпаешься ты утром, наливаешь себе чашку кофе, садишься к компьютеру, открываешь сайт госуслуг, ну, посмотреть, может, там штраф какой пришел, налоги заплатить или к врачу записаться. А там сообщение горит. У тебя 2 новых детей. Легкий путь. Легкий, а такое бывает? Оказывается, бывает. И это не шутки. Сегодня в нашей студии Татьяна Спасенных из Московской области. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. С чем пришли, рассказывайте. Я беспокоюсь за судьбу 3 несовершеннолетних девочек, которые сейчас находятся в детском доме, куда их сдала их собственная мама. Они какое-то время проживали со мной, и я бы хотела бы оформить на них опеку. Но Так, а какое отношение эти дети имеют к вам? И мама тоже какое отношение мама, к вам имеет? моя бывшая подруга. А Ага. дети, одна из девочек, моя крестница, я крестная мама ее. Угу. И эти дети жили с вами? Какое-то время, да. Мама несколько лет назад их оставила и уехала в город Ростов, то есть это довольно-таки далеко, за своим очередным мужем, за последним. Подождите, что значит она их оставила? Оставила на попечение старшего брата. А сколько брату было? Брату на тот момент было 18. А девочкам сколько было? Маше было 15, Полине было 13, ну а Арине где-то 11, получается. Это было 2,5 года назад. А сколько дети без мамы-то жили? Дети жили без мамы со старшим братом 2 года. Она за 2 года приезжала с Ростова несколько раз вот в Московскую область, ну, на недельку вот так приедет и уезжала обратно. А как они жили-то вообще? Они жили в общежитии одни в комнате, и за ними присматривал старший брат их. Ну, Нет, он... я имею в виду, слушайте, ну это дети, это даже не подростки. Сами? Ну, они же должны были что-то есть, в школу ходить, никакого контроля, ничего вообще. Контроль был от старшего брата. Старший брат их и в школу ходил на все собрания на протяжении всего этого времени. Причем даже и на тот момент, когда мама и была с ними. Все равно везде ходил старший брат. И воспитанием всех детей, рожденных после него, можно так сказать, занимался именно старший брат. Он занимался готовить, кушать, они сами готовили, убирались, они тоже сами. По поводу тех же самых продуктов, вещей, мама периодически также покупала что-то, может быть, присылала им деньги, а так занимался все это старший брат. А где он деньги брал? Работал. То есть вы хотите сказать, что старший брат 18 лет, вместо Да. того, чтобы там учиться или еще что-то, работал, обеспечивал полностью своих сестер, еще на родительские собрания ходил? Да. А что потом-то произошло? А потом произошло в 24-м, получается, году. Старшему брату пришла повестка в армию. И мы ей предлагали маме, так как с ее слов она нам говорила, что у нее рак на протяжении 2 лет, что она лечится от рака в Ростове, хотя прописана в Балашихе Московской области, где онкологическая больница, в принципе, ну, хорошая, можно так сказать. Что она лечит... Вы какой-то свой сон рассказываете Нет, сейчас? это, или что? это Или- правда. Но это же сюр какой-то, нет? А она за то время, что болела в Ростове раком, сколько успела детей родить? Всем она говорила, что у нее жидкость в желудке, в животе ей откачивает, потому что у нее живот рос. А она оказалась беременной, родила еще 2 детей-двойняшек. Приходит повестка старшему брату. Вы собираете собрание, вы, я так понимаю, этот мальчик. Да, его девушка, детишки сами, ну, девочки. Мы И начинаем... думаете, что делать? У девочек у всех практически папы разные. Ну и логически, если у мамы рак, она проходит лечение в онкобольнице, то она может взять справку
в принципе, и по этой справке на основании того, что она проходит лечение, сделать временную опеку на своего старшего сына. Ну и все было бы как раньше. А в армию бы его не забрали. Мама тянула время очень долго, пока не забрали в армию парня. Так, а девчонки куда пошли? Девчонки были у меня, так как я их не могла уже одних отправить в То есть общежитие. вы девочек забрали к себе? На постоянное место жительства, Так, да. и сколько они у вас прожили? На протяжении где-то полугода. Дальше, как они оказались в детском доме? Я с Полиной, с одной из дочерей, поехали в опеку города. Сами? Сами поехали в опеку. Ну, узнать, что нам делать, как нам подать куда в суд. На что нам опека просто сказала: а вы что к нам приехали? Вообще, кто вас прислал? Не стали смотреть документы, ну и отправили нас. Также нам сказали: ну вот Маша есть там 16 лет девочка, пускай идет и подает сама в суд. Ну, мы пошли, подали в суд. Опека девочки говорит: чего Да. сидишь вообще? Иди на мать на свою сама в суд Да. подавай И или что, лишай ее подали прав. в суд и Тебе дальше? же надо, а не нам. Было 4, по-моему, заседания. Мама приезжала на несколько заседаний, и только с ее слов никаких документов она в суд не предоставила. Она только на словах говорила, что она, оказывается, их обеспечивала, то, что она им все покупала. А с нашей стороны, с Машиной, мы предоставляли выписки с карточек. Ну, так как дети проживали у меня, я предоставляла свои выписки, выписки со всех девочек. Суд отказал принять эти, ну, как доказательства. Записаны были на флешку все голосовые мамы с оскорблениями, с угрозами. Суд отказал. Суд не опросил сестер, которые тоже проживали вместе с Машей. То есть Полина, Арина, подавала только одна Маша. Он их не вызвал. Также ничего этого не было. Ну и в конечном итоге вынес решение, что детей, ну, отказать даже в ограничения. И маму назначили комиссию ПДН, и мама на этой комиссии сама написала заявление на месяц. Это было 3 декабря. На месяц отправить этих 3 девочек в детский дом для налаживания психологической связи. Девочки до сих пор там. Вы нам рассказали очень странную историю. Ну, мы же не можем только вам на слово верить. Надо же выслушать и Ольгу, Да, конечно. мать этих девочек. А я, кстати, так и не посчитала, сколько у нее детей. Но 9. мы сейчас с ней посчитаем. Так. 9. Ольга, идите к нам. Здравствуйте. А теперь начнем. Давай. Ты как, нормально себя чувствуешь? Очень. А? Благодаря тебе сын мой уехал в Абакан, потому что ты звонила ему в часть. Да, потому что его не отпускали. Что ты сейчас сказала? То, что я написала заявление на детей? Нет, а ты не помнишь, когда на комиссию вызвали? Я к тебе подошла, я тебе что Руки сказала? убери, ну. Да мне не дать даже руки, я тебя трогать не буду, своим морать пальцы. У вас же онкология, верно? Да, у меня есть документы, подтверждающие Хорошо, это. да. Я вообще за последнее время в большом шоке. Я никогда никого не трогала, я всю жизнь своих детей содержала сама. Подождите. Вы сейчас вот этот вот словесный поток остановите. Отвечайте просто на вопрос. Сколько у вас детей? 9. 9. И все дети всю жизнь проживали со мной. Это Подождите. все ваши дети? Да. Больше не было? Нет, это все мои дети. Мальчик Александр в армии. Да. Маша, Полина и Арина в детском доме. Это не детский дом, это Я не центр. хочу сейчас уточнять это. Хорошо. Дальше. С вами кто живет? Сейчас со мной на данный момент Бусина, Анюта и Гриша. Аня и Гриша. Да. А Артем, Таня и Наташа где живут? Смотрите, Артем, так как учился в школе в Ростове. Можно покороче? Где он живет? В Ростове. С У кем? кого? С моим бывшим мужем. Они не дают мне А общаться. Таня и Наташа где живут? Так как они недоношенные, они были сначала 3,5 месяца, они были в детском в реанимации в детской. 3,5 месяца уже давным-давно Потом, прошло. так как у меня маленький ребенок, и у меня проблемы здесь с детьми, у меня суды, я не могу кататься и возить Где их. живут ваши Но младшие сейчас они находятся дети? у них, потому что они их забрали У оттуда. них это у кого? У бывшего мужа. Давайте с отцами разберемся. Давайте. все-таки. Значит, вот последние 5 детей Это от Тараса. От Тараса. Да, Все. да, 2 живут с вами, 3 с ним. да. Александр и Маша. Это от первого брака, от официального моего брака. А Полина и Арина? Тоже от брака, от второго. У них другой отец. Да, но никто никогда не помогал. Никто никогда не Нет. помогал. А мы вот еще... Полине- Подождите, это мы еще выясним. А вы сейчас сами-то где живете? У себя в общежитии. В общежитии Да. где? На Керамической, в Балашихе. Балаш. У вас большое общежитие? У меня там 2 комнаты. В одной комнате у меня ремонт, вторая комната я сейчас не делаю ремонт, потому что я хочу забрать своих детей. А где дети-то? Они в непоседах, они сами написали. Мы приехали на комиссию по делам несовершеннолетних. Что такое непоседы? Это детский центр. Что значит они сами написали? Они сами написали. Что они написали? Когда нас вызвали на комиссию, они сказали, мы домой не поедем.
То есть Ваши дети не захотели жить с нет, вами. нет, потому что мои дети за это время, за мой упущенный, да, я у них просила прощения, да, как бы каждая женщина делает ошибки. Я совершила эту ошибку, но я тоже как Слушайте, бы... голубушка моя, давайте так. Вы совершили преступление, а не ошибку. Ваши дети не разные хотят вещи с вами абсолютно. жить. Вы оставили 3 несовершеннолетних детей. Мне иногда складывается впечатление, что у нас, по-моему, судьбой детей озадачен только Первый канал и Комитет Государственной Думы, который законы должен принимать, понимаете, по защите семьи. А их исполнять еще надо. Маша, Полина, Арина не хотят с тобой жить. Что ты будешь делать по этому поводу? Я сейчас это все делаю, Что? чтобы вернуть детей обратно домой. Что? Я езжу к ним в центр, в Непоседы, я с ними общаюсь, я с Им ними наплевать разговариваю. на то, что вы ездите к ним и общаетесь. Они не хотят, хотят с вами они общаться. хотят У нас свободу. есть У меня ярко нет выраженная этой позиция свободы. девочек. Мы вам потом ее чуть позже представим. Одна за всех скажет. Да, я в курсе, я знаю об С этом. вами они жить не будут. А Точка. знаете почему? Вопрос, где они будут жить? Знаете почему? Вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Почему? Смотрите, мои дети, когда были со мной, они не знали, что... То есть они не употребляли спиртные напитки, они не делали ногти, они не делали пирсингов, понимаете? Она их в сауну водит. У детей, когда я приехала, вот такие ногти. Послушай, хватит рельсы переводить. Я не перевожу рельсы. Меня внимательно послушай. Да я вас слушаю, я Если слышу дети вас. твои сейчас употребляют алкоголь, наркотики, Это неважно, моя вина, ходят, я это ходят в сауны, упустила. это чья вина? Ее? Моя вина. Все, давайте посмотрим, как ты сейчас живешь в своих 2 комнатах с 2 сауну детьми, мы а ходили потом 2 продолжим. Я хоть семьями. успокоюсь. Вставай. Иди сюда. Ну все. Это сын мой, Нытик. Вот, это дочь моя, Анюта. Да, кто, у кого срай, футболка опять вся. Все, Гриша чистый. В общем, это одна из комнат. Здесь ремонт я делала сама. Самое главное то, что здесь чистота, уют, который нужен детям. Постоянно чистое постельное белье. По поводу там игрушек, что-то там, вещей. У нас всегда все есть. Игрушек у нас вообще море. Я их даже половину выкидываю. Да, как Гриша машинки катает, покажи. Вот так машинка едет, да. Вот, еще один браслет. Ага, все. Ты из меня опять красивую делаешь, да? Все, ты мне уже сделал прическу. То есть это у нас одна комната, здесь находится 2-я комната. Сейчас комната закрытая, потому что детей нету. Здесь у нас ванная. Ванна общая. Так, это у нас общая кухня. Вообще, по хорошему счету, я никогда ни в чем не нуждалась. Там живут плохо, есть нечего еще, то есть я этим не страдаю. У меня планы забрать всех детей, а другие пускай своих детей сами воспитывают и к чужим семьям не лезут, тем более ко мне. Как зовут отца Полины и Арины? Денис. Денис. Мы Дениса приглашали приехать, он не смог, но мы с ним поговорили. Давайте послушаем. И насчет помощи тоже, кстати. Когда я с ней разошелся, дочек я брал на каникулы сюда к себе в Кострому. Потом она их забрала и пленное время просто не давала с ними общаться. Вот они уже когда взрослее стали, тогда они стали со мной общаться. То есть я с ними общаюсь постоянно и навещаю. Мы приезжали, их собирали в школе. Она в это время находилась в Ростове. Вам назначены же, наверное, какие-то алименты? Я их уплачу по мере возможности, но дело в том, что если переводить именно Ольге деньги, матери, в кавычках, то, получается, до детей они не доходят. И к приступам я периодически хожу у себя по этому вопросу. Вам вообще предлагали их забрать? Да, они сами не хотят приезжать, потому что у них там и друзья, и школа, и все. Девочками я считаю, что будет лучше с Татьяной. Мама в свое время их просто-напросто бросила. Какой у него долг по алиментам? Большой. Большой, очень Какой? большой. Ой, я вам точно сейчас не скажу. Смотрите, задолженность 654 тысячи. Девочка, тюрьма, понятно, дело не в этом. Он вот так вот лишается родительских прав в секунду. Я для чего это говорю? Если вот ты согласишься на то, чтобы тебя тоже лишили родительских прав, Нет, твои 3 девочки получат от государства квартиру, деньги. я не То, хочу. что ты им дать не можешь.
Я А кто тебя спросит-то? Я им все, всю жизнь давала. Я им столько надавала, что они даже жить со мной не хотят. Всякий раз, когда меняется ситуация, можно заново пойти и подать в суд на лишение тебя, кукушки, родительских прав. И этим же самым собирается заниматься и Тарас твой. Только он щадит. Он просто хочет пойти в суд и определить место жительства детей с ним. Я а вот уже это почему... сделала. Подожди. Почему он тебя щадит? Сейчас мы у Тараса и спросим. Тарас, здравствуйте. Добрый день. Вы Это хотите правда, что- забрать детей, которые сейчас живут с ней, к себе? Да, конечно. А это же вы узнали из госуслуг, что у вас два ребенка еще появилось? Да, все верно, да, все правильно. А как это было? Расскажите. И почему вам супруга не сказала, что она беременна, да еще и двойней? Мне кажется, она хотела просто отказаться от детей, и чтобы я даже об этом не знал. Но она же там их и оставила в роддоме, ссылаясь на то, что он недавно... Все верно. Я так и узнал. Это уже потом все выяснилось, что дети уже уехали отсюда в другой город, в Ростовскую область. Вот. Я начал звонить, узнавать, как они там, что делают. Решил сделать ДНК-тест. Подождите, как вы могли не заметить, что она беременна, да еще и двойней? Ну так вот, любил, верил ей просто. Она мне говорила, что болеет раком, у нее грыжа, живот дует. Вот, говорила, делать проколы ей будут, чтобы там жидкость выходила из живота. Так она Дети мне потом были- сказала, что я говорю, как вообще, вот у меня на госуслугах, говорю, 2 ребенка, говорю, это что такое? Я говорю, как это вообще могло все произойти? Говорит, вот ошибки не может быть никакой. Она говорит, там умерла мать в больнице, попросили дать фамилию. Я говорю, ну ты мне не сказала ничего даже об этом. Но вы-то сделали тест ДНК, он показал, что это Делал ваше? ДНК-тест, я убедился, да, пришел в опеку, сказал, я говорю, я отец этих 2 девочек, я хочу забрать их. Они не возразили ничего, все в порядке, пришли ко мне домой, все посмотрели, условия, выдали мне разрешение. Я поехал, забрал своих дочек. Но вам сейчас кто-то помогает с детьми-то? Мама переехала ко мне, да, живет со мной сейчас. Ага. Вот, сейчас, в данный Ладно, момент. спасибо. Я хочу вас, знаете, что спросить? Просто вот я думаю, что после этой программы мужская часть населения нашей страны будет очень бояться заходить на сайт госуслуг. А как это было? Мне просто интересно. Мне просто пришло уведомление, я думаю, зайду посмотрю. Зашел, посмотрел. Подождите, то есть вам... Мне Таня сначала позвонила, я не поверил. Он не Потом поверил. через неделю мне пришло на госуслуги это уведомление. Вот тогда я уже начал шевелиться и думаю, ого себе, надо что-то узнавать как-то, что-то. То есть тут не вам так. приходит уведомление от госуслуг, вы туда заходите. Вижу, что мы вас поздравляем. Сейчас... Не, ну правда. Тарас, Сейчас Тарас. какая-то жена дома мужу говорит, зайди на госуслуги, штрафы проверь. Он говорит, не пойду тут. Тарас, спасибо, что вышли с нами на связь. У меня, например, отлегло, потому что я абсолютно убежден, что дети в порядке. И я желаю вам забрать оставшихся ваших 2 детей. А мы пока посмотрим, ваша мама показала, как дети живут. Все, смотри. Сосу держи. Все, вот так, все, смотри. Все, не надо плакать. Девочки хорошие, умнички. Танечка у нас спокойная, более такая прям спокойная. А Наташечка у нас немножечко, да, с характером. Ну, практически я все время вот нахожусь с ними. Это все из-за тебя. Это все из-за вас. А вы верите, он наркоман, Юль, понимаете? Он меня избивал 11 лет, он моих детей бил. Артема недавно голову пробил. Это все из-за тебя. Зачем Драки врут? между ними Зачем были. они Его это врут? Да, доводили. для чего? Объясни мне. На 3 Для чего? суток уходить из дома и оставлять всех детей. Или вот таких вот маленьких оставлять на одну 14-летнюю девочку. А что вы звук убрали? У нас нет звука в студии. Так, Артемчик пришел со школы у нас. Как там дела у тебя в школе? Все хорошо. Да зачем они врут? Вот пойди задаем вопрос. Он наркоман, Даша. Все, выходи. Да я не хочу туда идти. Они меня хают, понимаешь? Я говорю, я ей просто сейчас морду разобью, и все. Вы не понимаете, что вы делаете. Успокойся, все, выйди. У нас 2-комнатная квартира. Потихонечку мы своими силами делаем ремонт. Если у нас получится забрать детей Анечку с Гришей, конечно, по факту мы уже и кроватки сюда 2-ярусные поставим. Вот, уже будем по-другому немножко планировку делать, обживаться, скажем так.
И это там сидит сын моего Значит, кинул. послушай меня, пожалуйста. Если ты сейчас не выйдешь туда, ты отсюда уедешь уже без детей. Без всех детей. Я не могу, она врет. Мне плевать. Вот это я выиграл на соревнованиях на футболе. Первое место. Это мы делали вместе с бабушкой на день космонавтики. В школу надо было. Вот такие прогулки у нас каждый день. И в день мы можем 2-3 раза выйти погулять. Погода хорошая, солнышко у нас эти дни вообще шикарное. Ну, на воздухе они в основном очень шикарно спят, так что мы могут всю прогулку проспать. Воздух им на пользу. Правильно я понимаю, что вы близняшек-то не видели после Я рождения? видела и ходила к ним в больницу. Не ходили вы к ним в больницу? Ходила. Нет. А что ваши Ордены дети? опеки, которых мы опросили, и дадим в конце сюжет, говорят, что вы ни разу не навестили их. А откуда же тогда фотографии у меня были, скажите, на телефоне, который он Откуда разбил? же ваши дети в доме малютки были? Они недоношенные, Юль, понимаете? Недоношенных детей в дом малютки не отправляют. Я написала на полгода, потому что у меня Потому ребенок... что когда дети недоношенные матеря сидят под реанимацией у своих детей. У меня поэтому... Потому что матери не отходят от инкубатора, в котором ребенок лежит. Ясно? У меня их 9, и мне каждому нужно из них что-то дать. Потому что никогда не было ни отцов, никогда, никто Я не хочу помогал. бывшую свекровь нашей героини Галину, которая сейчас с детьми сидит, позвать в эту студию и спросить, что там и как. Здравствуйте. Я бы хотела, Оля, задать тебе вопрос. Почему ты все время бросаешь детей? У меня один единственный вопрос. Каких детей бросаю? Всех бросаешь. Каких детей? И Гришу бросала. Ночью шла, не было до 5 утра, я сама Да? с ним лично сидела. Да, Полина, подружка, забегала туда-сюда. Потом бросала детей, вот этих бросил, малюточек, малютки, которые вот они родились, бросила. Ты сама мне помогала, чтобы вернуть моих старших детей, зная прекрасно. Не врала, потому что я не понимаешь? знала, что Ты делать, не врала, понимаешь? что у тебя там онкология, что у тебя что-то еще, мы тебя жалели, понимаешь? Как ты могла так поступить? Так, давайте, Галин, вы сядете, пожалуйста, а ты замолчишь. Это бесполезно говорить. И предупреждаю, еще раз из студии вылетишь, отсюда уедешь уже без детей. Без всех. Подыши, голубушка, подыши. Галин. Но мне это вранье просто не нужно. Она утверждала, да, что у нее рак, и поэтому, значит, надо ей лечиться. Вот, на то, что у нее живот такой был, я обратила внимание, но она говорила, что у нее жидкость скапливается, так как при онкологии бывает такое, что... А вот ты представляешь, да, после этого мы этому человеку должны верить. Вот, вообще. ну и все, мы даже, у нас в голове этого не было, чтобы, ну вот, поверить этому. А потом уже вот выяснилось, что она родила. И причем мы еще спрашивали, она сказала, что это не мои дети, кто-то там, девочка какая-то родила, умерла, и у меня акушерка, которая принимала Гриши роды, попросила меня помочь в этом, ну, дать им имя, фамилия, отчество. Она сказала, что они на госуслугах повисят, эти свидетельства о рождении, и исчезнут. Ольга нам сказала, что у нее 9 детей. У вас У нее другие? не 9 детей, у нее было 11 детей. Один умер, один в роддоме умер, один умер, полгодика было, сколько было ему, от обезвоживания. Господи! Вот это как можете объяснить? Это можете сделать запрос к нам в больницу. У него была двухсторонняя пневмония легких. Ну, как бы это Когда все тебя знают. спрашивали, сколько детей у тебя? Я спрашивала лично. Все помнят? Так, меня спрашивали... Я задала вопрос, сколько у тебя всего детей? Что ты сказала? Ну, у меня 9 человек, Да? живых детей, да. А это не ребенок? Этот ребенок умер в 2007 году. Это не ребенок? Ну, я не люблю вообще вспоминать. Ну, как бы все об этом знают, то, что у меня ребенок умер, да. Мы тогда... Я спрашиваю, это не ребенок? Ребенок. Нашлась женщина, которая приехала на защиту Ольги. Да, давайте Инну позовем в студию. Здравствуйте. У меня вот один вопрос, Таня. Ты хотела спасти девочек от такой плохой мамы? Или чтобы они получили квартиры? Объясни, и зачем ты Сашу хотела забрать с армии? Зачем? Потому И что... девочкам плохо жилось, да? Девочкам плохо жилось. Одеты, обуты были. Кем одеты, обуты они были? Ей. А кто? Денис ей помогал? Денис ей помогал? Все соседи помогали. Какие соседи помогали? Все абсолютно. Ты чем помогла? Как вы оцениваете тот факт, что ваша подружка, которую вы пришли сюда защищать, Да. оставила несовершеннолетних детей на 18-летнего пацана и слиняла на годы? Это у них было все согласовано. С кем? Они жили, детками были Машей, Полиной и Ариной. Ее просили доверенность написать. Стоп, давайте так, стоп. Доверенность. Стоп. 18-летний парень, верно? У него 3 сестры.
Мать уезжает. Да, Может мать быть, даже уезжает. навсегда, кто знает. Она уехала на год с лишним, на 2. Ну, дети же Все, ладно, сказали знаете что? ехать. Вот смотрите, она мне нужна, а вы нет. Встали и ушли отсюда. Александр, Полина-то со мной жила, она видела. А Полина оттуда уехала из-за того, что меня Тарас сломал челюсть. у меня. Полину мы еще выслушаем. Я хочу Валерию послушать, которая как раз невестка ваша. Ольге нельзя отдавать детей. Ну, Она конечно. бросила их 2 года назад. Я очень много с Сашей разговаривала. И как бы даже когда она жила с детьми, он мне рассказывал, как он постоянно ходил, ее пьяную забирал с кафешек всяких. То есть для нее мужики это первоочередное, Да. а дети Таня, это ну-ка, просто ответь на следствие ее вопрос. Я гулянок, бухала? да? Ну-ка скажи мне. И Я свечку не дети, держала. по большей Я про части, это ей не нужны говорила. только для пособий. Для пособий? Да, она хочет их забрать, чтобы пособие смогла переоформить. Да? Ты зачем врешь сейчас, Лер? У меня нет такой привычки, как у тебя. Слушай, Да? у меня уже от тебя зубы сводят, понимаешь? Да, у Просто меня вот уже ото всех зубы сводят, Александр, не поверите. Мне вот это все вранье уже надоело. мне очень хочется послушать наших постоянных экспертов, соседей. Нормально, мама и мама. Я ее пьяной не видела. Дети у нее хорошие. Ну и маленькую сейчас. А больших не вижу. А так нормально. Я вам уже сказала, да, что вам реально никто про нее не расскажет. От нее ожидать нужно все что угодно. Проколотые шины, разбитые окна. Ну, если она своему мужу машину разбила. Ну, а почему дети в приюте? Ну, вроде бы как, они сами захотели. О чем это говорит? Просто так? Говорит, да. Дети, то есть они здесь жили одни. Мне говорили, даже они в магазине воровали. Она занималась своей жизнью. Маленький ребенок плачет постоянно. Анюта одна бегает, гуляет. Там мат-перемат с детьми. Она не работает. Она ничего. Есть некая Татьяна, она регулярно накручивает детей, что якобы вас мама бросила. Старший, кто хочет вернуться домой, потом она пообщается с Таней, когда им телефон дают. Таня начинает накручивать, и все. Говорит, нет, давайте решим, вам дадут квартиру. Что она хочет? Хотя у самой, а старший сын живет с папой. Она его тоже неоднократно бросала, уезжала там за каким-то мужиком. Ну, свиньи, все. Что я Свиньи? Ну, конечно. После них просто квартиру очищали, выгребали, я не знаю. Она не алкашка, она просто ее дома не найдешь. А где же она бывает? Так к мужикам где? Ольга, она же сейчас хочет своих детей вернуть. Раскидала, потом вернула, да? Надолго она их вернула. Хочет вернуть. Надолго? Ну уж кто знает вас лучше, чем сестра-то. Она приехала к нам сегодня для того, чтобы что-то сказать. А вот что она скажет, мы у Ирины сейчас и спросим. Здравствуйте. У тебя вообще совести нет. Я слушала в шоке. Да, совести, Просто. по-моему, нет у тебя, да? У меня как раз-таки она есть. А что это вы от нее подальше пошли? А она боится просто. Ну да. Вы реально боитесь? Нет, кого бояться-то? Просто с девочками поприятнее сидеть. Угу. Это ваша родная сестра? Ага. Она всегда такой была? Ну, плюс-минус. Смотрите, она же врет. Врет Знаю. на каждом шагу. Знаю, в курсе. Это с детства. Ну, пока с бабушкой мы жили, да, у нас просто мамы нету. Вот, не было, и поэтому бабушка нас воспитывала. С детства началось, да. А мама где? Мама умерла у нас. А сколько вам было? Я совсем маленькая была, она чуть постарше. Угу. И воспитывала вас бабушка? Бабушка с папой. Угу. Ну, вот вы знаете ситуацию сейчас, да? Что с девчонками-то делать? Ну, вот я за Танюшу. Она им все и кормила, и одевала. Вот мы к Тане в гости приезжали. Там дети постоянно все чистенькие, и при ней она их и конфеты, и денежку, и погулять давайте, и все. Ну, то есть, если Тарас выйдет в суд на то, что место жительства определить, вы будете на его я стороне? буду за. Я за Тараса, да. Понятно. Давайте, вы знаете что? Мнение девочек-то мы обещали выслушать. Да. Полина записала для нас видео и уверяет, что это консолидированная их 3 сестер точка зрения. Послушаем. Здравствуйте, меня зовут Полина. Не хочу жить с мамой, потому что она нас бросила. В центре нас заставляют насильно идти к маме, потому что период адаптации и примирения с родителями подошло к концу, как нам сказали, что нам нужно вернуться домой, потому что мы не можем сидеть на государственном обеспечении. Итог, не хочу ехать к маме, мне там плохо, и моим сестрам, и всем моим братьям тоже там плохо. Неоднократно видели видео, там, то, что она пьет, она приводит каких-то дяденек домой к маленьким детям.
5-летняя сестра Анюта рассказала, что она боится дяденьку, который с ним вместе в одной комнате живет. Он постоянно приносит маме и соседям пиво. И я очень испугалась за детей. Дети очень сильно пахли куревом. Мама даже сейчас по сей день не уделяет внимания тем детям, как не уделяла внимания нам. Таня, я хочу жить, потому что я ее очень сильно люблю, и это тот человек, который помогала, поддерживала. Она очень хороший человек, который бросил нас нигде. Это слова вашей дочки. Знаете, Юль, вам лучше пообщаться... Да ни с кем я не хочу С общаться. тем центром, где они находятся Я сейчас. еще раз вам говорю, я ни с кем не хочу общаться. Если в этом центре, со слов девочки, говорят, что время подошло к концу, тебе пора домой, я не хочу общаться с этим центром. Дети уже достаточно взрослые, и мнение этих детей обязательно должны учитываться при принятии судом решения. Обязательно должен, в деле судебном, да, обязательно должна присутствовать экспертиза, психолого-психиатрическая экспертиза. А вы возьмете их под свой контроль? Поможете им обратиться в суд, написать все необходимые документы? Конечно, если тот человек, который решит быть истцом, обратиться в Народный фронт, конечно, Народный фронт окажет поддержку, юридическую поддержку, свои прежде контакты всего. для того, чтобы они конечно. смогли с вами связаться и еще раз обратиться в суд. Вот уже накануне, когда программа была сверстана, вдруг изъявила желание приехать на программу и сказать свое мнение прабабушка 2 дочерей Ольги, вот Полины, которую мы сейчас видели, и сестры ее. Ее вообще не было 15 лет. Екатерина Викторовна, давайте, мы вас ждем. Здравствуй. Посмотри на меня. На чем мне смотреть? Ты исчадие ада. Да ты что? Да, Вы да, где да. были 10 лет? А я все 10 лет к тебе Да? ездила как раз. Куда ты ко мне ездила? К вам Все ездила, в знают. Москву, все Детям свидетели. позвонят, обещают, ой, мы приедем. Этот напьется, пьяный назвонит, детям наобещают. Где? Скажи, что, неправду я мы говорю? приезжали, ты даже нас не пустила, отдали соседям все Да. эти самые подарки новогодние. А всё. скажите, Да. пожалуйста, а почему вы назвали ее исчадием ада? Да потому что у меня просто слов нет. Ага. Вот где такое отыскать во всем мире, я не знаю. Вы же сюда не просто так приехали, причем настаивали, что хотите приехать. Для чего? С какой целью? Ну, во-первых, я ее знаю, когда внук служил здесь, в дивизии Дзержинского, он привез ее знакомиться ко мне. Значит, это самое. Она прибежит, похихикает, ой, у меня есть ребенок. Ну ладно, Не ребенок, так было. ребенок. Потом опять Да. хихихихи, опять придет. У меня еще есть ребенок, девочка. Опять уйдут курить в коридор. Потом она доходит, что-то только хотела сказать, что, говорю, еще есть. Ну, что делать, Денис, я говорю, ты подумай. Ты, говорю, потянешь, все-таки 2 детей, не твоих, все. Да, я все, я это Взрослые самое. люди. Ладно. А Оксана, внучка моя, он ее привозил туда, в Кострому, но когда уже нас не было. Вот. Она была пьяная и сказала, что у нее был Миша, сын, умер. Кто? Миша. Короче, Вот. товарищи, Я приехала, я значит, в Кострому. Извиняюсь, Александра, но Приехала в я Кострому, вот это все ой, ихнее в Москву, вранье к Дениске слушать тут не же. хочу и не буду. Так, помолчи. Если вам что-то нужно про меня узнать правду, Я приехала обращайтесь в к Москву, адвокату к моему. пошла, позвонила ему в часть. Вот. Я говорю, Денис, срочно. Он отпросился, мы с ним в кафе встретились. Я говорю, ты знаешь, что у нее еще был ребенок, Миша умер? Коля. Миша? Извините, я еще пока не в маразме. Извините. Подождите, в свидетельстве о смерти был Николай, значит, был еще один. Двое. Это вот тот был второй. Миша, про которого она сказала моей внучке, а про Колю она не сказала. Ага. И я, значит, говорю, Денис, я говорю, ты соображаешь? Денис-то собрался. Говорю, у нее же еще был ребенок. Она ему, знаете, что сказала? А это был не его, не Коряшкина. Коряшкин – это первый муж. Это первый муж. Вот между Сашей и Машей вот этот был Миша. А потом уже, оказывается, еще и Коля был. Я обещал, что мы выслушаем органы опеки. Мы сейчас посмотрим, что нам ответили в Ростове.
О данной семье мы узнали в 2024 году. Мама Ольга Александровна Машиян родила у нас здесь, в городе Ростове, 2 детей. Далее обратилась к нам в органы опеки с заявлением о том, чтобы мы помогли ей поместить детей в связи с трудной жизненной ситуацией. Мы, соответственно, поместили детей в дом ребенка, это город Камень-Шахтинск, на полгода. К детям она не приходила, не звонила, то есть не навещала, даже не звонила, но социальному педагогу, с кем можно было поговорить, узнать о состоянии и здоровье детей. В 2025 году, в апреле месяце, к нам объявился папа. Сказал, что он желает забрать детей. Соответственно, мы, как органы опеки, вышли в адрес проверить условия. Жилищные условия позволяли для того, чтобы он забрал детей. Мы выдали разрешение папе. И папа 12 мая 2025 года забрал детей к себе. Ну, естественно, мы спустя неделю вышли в адрес, удостовериться, что действительно все хорошо, что папа справляется. Да, папа справляется. Его мать, бабушка детей, помогает ему, так как папа, естественно, работает сварщиком, насколько я помню. Нет, до рождения детей мы не знали эту семью, даже учитывая то, что Артем, сын Тараса Григорьевича, ученик нашей школы, мы так понимаем, что в семье все хорошо, потому что если бы что-то было, естественно, к нам бы поступала бы информация. По другим вопросам данная семья больше не обращалась, забрали детей и занимается их воспитанием, развитием. Мне кажется, это абсолютно адекватный ответ. И я абсолютно убежден, что когда ваш сын обратится к ним с просьбой, чтобы дети остальные жили там, да, они-то как раз помогут. Так они уже характеристику мамы знают, они прекрасно понимают. Мать сдала детей и ни разу не приходила. Искренне надеюсь на то, что у нее заберут всех детей, а детям после эфира редакторы оставят контакты мои. Я как психолог готов ваших детей поддержать психологически. Вот извините, по имени назвать вас не могу, и мамой назвать вас не могу. У меня 3 детей, когда ребенок лежал в реанимации, и к нему нельзя было ходить. Я под дверью больницы сидела. А вы оставили их. И когда, знаете, так легко сказать, что дети говорят, мы не хотим жить с мамой, а я им разрешила. 3 маленьких девочек, которые сейчас проходят период пубертата. Вы представляете, что вы сделали? Вы сами росли без мамы, и вы своих детей сейчас обрекаете. Вместо того, чтобы в этой студии, вот вы, то, что вы несли, это какой-то сюр. Поблагодарить всех этих женщин, которые помогали, сидят с вашими детьми, которые борются за ваших детей. Потому что мама — это самый святой человек в жизни. Я вот, извините, я даже заикаюсь, потому что я таких людей, как вы, не встречала. Да, а я вам могу больше Не сказать. надо мне ничего говорить. Вы сегодня такая актриса, вы нам так много сказали. Самое страшное в вашей жизни, что ваши дети от вас отвернулись навсегда, и что они приходят к чужим людям и просят помощи. Вот дай Бог, чтобы эти люди забрали этих детей, воспитали их достойными. И чтобы девочки на вашем примере знали, что такой мамой быть нельзя. Безусловно, мы по линии Комитета Государственной Думы по защите семьи незамедлительно свяжемся и с надзорными органами регионов, чтобы они, в конце концов, по-нормальному отработали. У них что, инструментов нет? У них есть инструменты. Когда надо, они отрабатывают. Я всю жизнь детей сама содержала. По моему глубокому убеждению, нужно спасать из этой ситуации. Всех 9. И спасать только силами государства. А тех чиновников, которые это допустили, их надо увольнять и наказывать. Сначала наказывать, потом увольнять. Я только одно слово скажу. Допрыгалась. Да. Доскакалась. Иди. Тебя Иди не отсюда. было 10 лет? Да что ты говоришь, влезла? 10 лет выездила, вот свидетель. А ты вообще... Я сейчас живу в хороших условиях. Я люблю всю семью, с которой сейчас живу. Девочки живут не в семье, а по семьям. Мало того, что она вам ребенка отдала, она еще у вас деньги просила. Она могла там, на лекарства попросить. Мама любимая. И все эти годы она живет у вас по доверенности? Да. Привез он мне ее с перебитым ухом и руками перебитыми. Мы постоянно были как брошенные дети возле забора оставленные. Говорила, какой папа плохой. А вы хороший? Я не говорю, что идеальный какой-то. Но ведь ребенок должен жить со своими родителями. Я же их и не выгоняла от себя. Ее забрал Леня, отдал Лене. Некоторые люди бросают своих детей на помойке. А он вас бил? Да, из-за собаки. Маленький щенок был, она его избила. Вы ведь правда не делаете разницы между детьми своими и животными. С чего это вы взяли? Чего я это взял, пусть дочки ваши расскажут, поскольку обе здесь и обе хотят выйти.